Привет, дорогие друзья! Сегодня, 2 февраля, в день публикации этого видео, мне исполняется 58 лет. День рождения у меня. Молодые люди в таком возрасте должны научиться делать подарки себе сами. И я сделал такой подарок и для себя, и для съемочной группы, и для вас, для всех. Мы сегодня снимаем в нашей новой студии, которая называется «Солнечная». Солнечный свет здесь никогда не прекратится. Вы мне не поверите, но я очень хорошо помню день своего рождения. Потому что про день, когда я родился, мне рассказывали многочисленные родственники. И каждый рассказ — это как будто бы взгляд с какой-то отдельной камерой. В результате у меня сложились объемные, довольно достоверные воспоминания о том дне. Знаете, людей, которые присутствовали в тот день, уже практически не осталось. Они уже все ушли. Поэтому я буду рассказывать вам вместо них. Надо понимать, какое это было время. После страшной войны, после невзгод, лишений, после каких-то ссылок, вынужденных переселений, люди вдруг начинали жить чуть-чуть лучше, чем вчера. Например, мои родители в декабре месяце 1961 года получили большую по тем временам трехкомнатную квартиру. И в этой квартире в день моего рождения стали собираться все родственники, соседи, знакомые, друзья нашей семьи. Все приходили поздравлять моего отца. Тетка моей матери, тетя Лида, вспоминала, говорила: «Ах, как прыгал твой папка от радости! Он прыгал прямо до самого потолка». Я смотрел на потолок. Потолки в нашей квартире имели высоту всего лишь навсего 2,40. Я подумал, неудивительно, что мой отец, довольно спортивный парень, мог допрыгнуть и до потолка. Отец мой в те годы работал простым рабочим на нефтеперерабатывающем заводе, но он увлекался математикой. Вот как сейчас молодые люди увлекаются компьютерными играми. А раньше можно было увлекаться чем-то интеллектуальным, либо математикой, либо физикой, либо, например, шахматами. Моя мама работала учителем в начальных классах. И вот молодая семья, долгожданный первый ребенок. Собралось очень много народа, полный дом. И знаете, что начали готовить? Вы подумайте, что раз дело происходило в Узбекистане, ведь я родился в Фергане, то, наверное, готовили плов. Нет, не плов. Готовили еду довольно простую, довольно понятную всем, но при этом очень сытную. Готовили в тот день пельмени. Сейчас я хочу замесить тесто для пельменей. Я смешиваю жидкую часть теста. Здесь у меня 1 килограмм очень хорошей просеянной муки, в которую я делаю лунку и переливаю жидкую часть постепенно. Кухня в той квартире была маленькая, тесная, но тем не менее кто-то замешивал тесто, кто-то начинал проворачивать мясо через мясорубку. В общем, работа спорилась, и довольно быстро все было готово. Люди поели, отметили как следует, пришли в хорошее расположение духа, еще лучше, чем было, и решили пойти в больницу, проведать мою маму и меня. Но правила в те годы были довольно строгими. В 7 часов вечера больница закрывалась на замок. Дядя Миша, человек довольно грузный, но очень сильный, поспорил с соседкой тетей Галой Мазитовой на пол-литра, что он пролезет через эти ворота. Низ ворот был железным, а наверху были прутья. Он поднялся на эти ворота, разогнул прутья руками и попытался протиснуться. Но там и застрял, да еще и рубашка на спине лопнула. Тогда он сказал: ну вот, все из-за рубашки и все из-за твоих пельменей. Тем не менее, пол-литра-то он проиграл. Хорошо, что магазины еще были не закрыты. И все пошли
еще раз готовить пельмени. Я люблю это блюдо с детства. Но, к сожалению, вот эти простые русские пельмени с годами все реже появляются на нашем столе. Потому что гости, которые к нам приходят, ждут от нас вовсе не пельменей. Да и блюдо это довольно хлопотное. Для того, чтобы приготовить хорошие пельмени, потребуется сразу несколько пар рук. Кажется, в 1962 году, когда я родился, с мясом в Фергане все еще было более-менее нормально. Продавали и говядину, и любое другое мясо. Но я хорошо помню, как я в последний раз купил мясо в государственном магазине. Это было в 1972 году. Мне очень не хотелось идти на уроки в музыкальную школу, и я увидел большую очередь. Подошел, деловито спросил, что дают. Давали мясо. Я занял очередь, сбегал домой, взял 6 рублей и купил 3 килограмма мяса. Когда вечером мама начала меня ругать за прогул, я сказал: мама, зато я мясо купил. Я не знаю, из какого точно мяса готовили в тот день, когда я родился, но сегодня я буду готовить в соответствии с моими нынешними предпочтениями, с моими нынешними вкусами. В нашей семье сейчас принято готовить пельмени, смешивая баранину, говядину, а в качестве сала, в качестве жира мы добавляем бараний курдюк. Я хорошо знаю предпочтения других людей. Люди, которые разбираются в пельменях, иногда готовят даже из 3 видов фарша. Те, кто живут в России и употребляют свинину, смешивают и свинину, баранину и говядину. Некоторые добавляют лосятину, где-то на охоте добудут. Я слышал даже о пельменях с медвежатиной. Но сейчас я хотел бы сказать вот что. Фарш в пельмени обязательно должен быть достаточно жирным. Посмотрите, сколько у меня мяса. Ну вот на глаз видно же. Здесь чуть меньше килограмма баранины. Здесь грамм 600-700 говядины. И я беру курдюк весом 150-200 граммов. Это будет нормальная пропорция. Фарш не будет казаться слишком жирным. А если вы будете смотреть и слушать внимательно, узнаете кое-какие наши семейные секреты. Я знаю, некоторые готовят вовсе из одной говядины. Это неплохо, но говядина очень часто бывает излишне постной. Не жиринки. Пельмени вкусными и ароматными не получится. Обязательно надо добавить какой-то жир. И о пропорциях лука я хотел поговорить с вами. Лука я положу вот 5 небольших головок. Многим может показаться, что это слишком много и не будет ли один лук. Нет. Вы даже и не заметите, что в этих пельменях столько много лука. Они просто будут сочными и вкусными. Как-то раз ко мне за рекламой обратилась одна небольшая молодая компания по изготовлению пельменей. Ребята старались очень. Они пытались сделать пельмени класса А, исходя из советских ГОСТов. Так вот, по тем советским ГОСТам в изделиях класса А должно было быть не менее 80% чистого мяса. Соответственно, на жир, на сало и на лук оставалось только 20%. Так вот, эти пельмени получались далеко не самыми вкусными. Они выходили изрядно суховатыми. И я попросил, убедил ребят изменить рецептуру. Бог с ним, не класс А, пусть будет класс Б. Но чтобы пельмени были вкусные, сытные, сочные, аппетитные. Был период в моем детстве, когда я заболел, и после этого разлюбил пельмени. Дело в том, что фарш в них был изрядно жирным, и мне это казалось очень невкусным. А вот пельмени от светлой памяти человека, дяди Володи Курбатского, всегда были очень аппетитными. Я вот теперь понимаю, что уже тогда, в детстве, я начинал интересоваться кулинарией. Я спросил: дядя Володя, ну почему же у вас пельмени такие вкусные? Он говорит: а я непременно в фарш добавляю зубчик либо 2 чеснока. Я сегодня в память о дяде Володе тоже добавлю чеснок, хотя у меня фарш не очень жирный. Но я предвижу комментарии от тех, кому
Жирного нельзя, у кого нет баранины и курдючного сала, что делать нам? Я попросил, и мне привезли из ближайшего супермаркета. Это не баранина, это индюшачье бедрышко, нога. Мы сегодня с вами сготовим пельмени стандартные и пельмени с индюшатиной. Надеюсь, что второй рецепт порадует вас не меньше первого. Знаете, какая у меня идея? Я не буду обрезать мясо с этой кости полностью. Я сейчас передам ее на кухню и попрошу, чтобы сварили немного легкого диетического бульона. Когда-то лет 20, 30, даже 40 лет тому назад индюк, индюшатина казались символом какой-то немыслимой роскоши. А теперь он превратился в довольно доступное мясо. Только рецептов с ним, к сожалению, не очень много. Я вам советую, пробуйте. Им можно заменять баранину, с ним можно готовить какие-то изделия из фарша. А некоторые секреты работы с индюшатиной я вам расскажу сегодня же, чуть позднее. Все нарезали, можно начинать фарш крутить. Закладываем все сразу. Немного сала, немного баранины, немного лука, немного говядины. Чередуем. Внутри мясорубки, внутри шнека осталось немного фарша. Я 2-3 кусочка хлеба для того, чтобы вытолкнуть этот фарш. В крайнем случае, даже если этот хлеб попадет в фарш, вот ничего страшного не произойдет. Когда работаем с фаршем, соблюдать чистоту очень не лишнее. Но я одеваю перчатки не потому, что у меня руки недостаточно чистые. Для того, чтобы фарш под ногти не набился. Сначала соль. Но у меня здесь получилось примерно 1,5 килограмма мяса. Из расчета 1,5 килограмма мяса я кладу вот, ложку соли без горки и еще пол-ложки. Также я добавляю пол-ложки черного молотого перца. Этого будет достаточно. Некоторые готовят без перца, но мне кажется, получается недостаточно аппетитно. Попробуйте добавить перец. Уверяю вас, даже дети будут кушать. До какой степени необходимо вымешивать фарш на пельмени? Ну, в готовом пельмене это должен быть все-таки один комок. Не должен получиться рассыпчатый фарш, как, например, в мантах или в самсе. Но и вымешивать до той степени, как мы вымешиваем фарш для люля-кебаб или для кюфты, тоже не стоит. Получился равномерный, гладкий, хороший фарш, вот и достаточно. Можно чем-то накрыть и выносить на холод. Не замораживать, но хранить фарш до его использования в прохладном месте. Я ни в коем случае не хочу сказать, что индюшатина — это мясо невкусное. Нет, у него скорее слабо выраженный вкус. Я бы хотел получить от пельменей вкус достаточно яркий. Ну и еще вот какая проблема. В тот фарш из баранины и говядины мы с вами добавили очень щедро курдюка, и там все будет в порядке по сочности. Индюшатина — мясо изрядно постное. Может, для кого-то это и хорошо, а для меня, Сталика Ханкишиева, не очень. Поэтому я лью хорошее, очень хорошее растительное масло. Грамм примерно 80, может быть 100. Давайте не будем считать, чтобы не сглазить. И начинаю обжаривать в этом масле лук. Посмотрите, как мелко нарезали лук для фарша из индюшатины. Вот лук еще даже не зазолотился, он только несколько уменьшился в объеме, и я опускаю точно так же мелко порезанную морковь.
еще два ингредиента. Очень ярких, очень сильных, поэтому их по чуть-чуть. Мелко рубленый чеснок и натертый имбирь. Свежий имбирь. Ну вот, пахнет уже значительно забавнее. Очень аппетитно, надо сказать, запахло. Но еще не хватает красоты. Да, пельмени едят целиком, раз и в рот. А вдруг кто-то раскусит, да? Вот для тех людей, кто раскусывает пельмени и рассматривает начинку, давайте добавим мелко нарезанный красный перец. Это не острый перец, это сладкий перец. Он исключительно для красоты и для дополнительной нотки аромата. Вот обратите внимание, что масла-то я наливал довольно много, миллиметра 3-4 был слой на сковородке. А теперь его почти что и нет на сковородке, сковорода сухая. То есть вот эти овощи, они впитали в себя это масло. И теперь они будут нести нашему будущему фаршу не только свои вкусы и ароматы, но еще и сочность и необходимую для полноты вкуса жирность. Но обжаривая овощи, мы не только пропитываем их маслом, мы еще и приготовили их наполовину. Потому что индюшатина внутри пельменя будет готова очень быстро. Морковка, если бы ее не обжарили, да и лук, еще бы хрустели на зубах. А теперь мы решили это уравнение, привели все к общему знаменателю, и индюшатина, и овощи у нас будут готовы в одно и то же время. Посолить не забыть. Я думаю, что неполная ложка соли будет достаточно. Ну и чуточку черного перца, позвольте, на кончике ножа. Ну вот и все, можно и этот фарш вынести на холод. Давайте сегодня не будем рассказывать анекдоты про тещу, про то, как муж возвращается поздно домой, его встречают со скалкой. Давайте выберем, какой скалкой будем раскатывать. Все зависит от способа раскатывания теста на пельмени. Некоторые тесто нарезают такими колбасками длинненькими, шайбочками, и потом индивидуально каждый кружочек раскатывают. Для такой работы удобна веретенообразная скалка. Но я предпочитаю поступить вот как. Мы сегодня с вами раскатаем тесто большими кругами, а потом вырежем из него при помощи стаканчика кружки одинаковых размеров. Так у нас все пельмени получатся идеальными, ровными, гладкими. Подпылить стол мукой непременно. Смазать мукой саму скалку тоже непременно. И начинаем раскатывать. Торопиться не надо. Все получится. Я знаю, 70% тех, кто смотрит нас в Ютубе, это мужчины. И я знаю, как они боятся работать с тестом. Ребята, я тоже был таким. Я тоже боялся работать с тестом. Однако бояться не надо. Надо брать и учиться. Если это получается у любой бабушки, окончившей 4 класса, если это получается у любой женщины, почему у нас с вами не должно получиться? Ну вот и все. Я думаю, что тоньше тесто раскатывать не надо. Можно начинать нарезать его кружочками. Стакан. Мой любимый стакан. Но сегодня я буду использовать его не для этого, несмотря на день рождения. Для того, чтобы вырезать кружочки, сочнее для будущих пельменей. Сеточку, получившуюся в комок, и можно будет вымесить и использовать еще раз. Фарш, как я и говорил, охладился, но не замерз. Посмотрите, поскольку фарша берем на каждый пельмень.
Да вот, ну по чуть-чуть, буквально 2 кубических сантиметра. Я понимаю, что очень многие люди считают, что пельмени тем вкуснее, чем больше в них фарша. Берите и готовьте котлеты. Там вовсе нет теста и там только мясной фарш. Но пельмени – это разумное, выверенное веками сочетание теста и фарша. Ну, мне даже неудобно рассказывать про то, как лепить пельмени. В принципе, я думаю, что все это видели много раз, но всем не терпится посмотреть, как же это получится у меня. Я буду готовить пельмени самым обычным образом. Вот так. Хотя, честно могу сказать, что чаще всего пельменями занимаются мои дочери, моя супруга. Ну, все-таки лепить пельмени – это, скажем так, работа более женская, нежели мужская. Но я хочу вам доказать, что и мужчины тоже вполне справляются с такой нехитрой задачей. Видите, да сколько фарша взяли? Всего ничего. А сколько пельменей вышло? Целый поднос. То есть блюдо достаточно экономное. Здесь только руки приложить надо. Вынесем на холод, пусть слегка подмерзнут. Ну что, выходим на финал. Сейчас будем готовить и кушать. Это пельмени с индюшатиной. Я к ним вот что придумал. Раз уж у нас здесь варится бульон из той самой индюшиной косточки и еще кое с чего, что у меня дома накопилось, я придумал вот что. Я здесь собрал несколько видов специй. Это кориандр, это немного перца чили, сухие помидоры, черный перец, базилик, какие-то другие приятные травы, немного гранулированного чеснока, куркума и соль. Фактически то, что я собрал здесь, на этом блюде, это такой очень хороший бульонный кубик. Допустим, у кого-то не было времени, либо нет из чего готовить бульон. Значит, можно было бы взять небольшой кусочек сливочного масла, положить его в кастрюлю, опустить все эти специи буквально на полминуты. И после этого залить водой. И вот в этой воде варить пельмени. То есть вода не просто вода, а вода очень вкусная. Я смешиваю все специи сразу. Но мне сюда сливочного масла не надо, потому что бульон и без того в достаточной степени жирный. Зато я сюда добавлю какие-то овощи. Вот эта морковка варилась вместе с бульоном, вместе с луковицей варилась. Здесь брокколи, здесь немного болгарского перца. Все это пусть покипит в бульоне буквально 5 минут, и мы начнем опускать пельмени. Эх, как вкусно пахнет, вы бы знали. Вы бы знали, до чего это хорошо. О, Руслан! Добрый день, Сталик. Рад вас очень видеть. Я не опоздал на пельмени? Привет, дорогой. Нет, ну я тебя, правду говоря, уже заждался. Ставь Очень свои рад. пельмени сюда, проходи ко мне. Благодарю. Дорогие зрители, я хотел бы представить вам своего друга, своего товарища, Руслана Бурых, который является одним из основателей артели братьев Пушкаревой. Несколько лет назад Руслан обратился ко мне за рекламой. В ту пору я еще не вел своей деятельности в Ютубе. Я поехал к нему в цех, кажется, в город Серпухов. Да. Совершенно верно. Поехал вместе с фотоаппаратом и заснял, как Руслан делает пельмени на продажу. Все сегодня видели, сколько усилий затратил я на то, чтобы наготовить 2 блюда пельменей. И, конечно, у каждого возникает вопрос, а не проще ли купить? Чем богаче производитель, тем, разумеется, у него дороже реклама на всевозможных телеканалах, упаковка очень шикарная. У этих ребят, как видно, достаточно простая упаковка, скромная упаковка. Но за содержание
и я ручаюсь. Спасибо, Сталик. У нас, кстати говоря, сейчас будет новая упаковка. Вот такая вот нам дизайн уже отрисовал. Это лучшие этикеточки будут. Ну, этикетки. Дело не в этикетке. Значит, как найти этих ребят, как купить их пельмени, прочитайте в описании к ролику, либо в верхнем комментарии. Руслан, у меня здесь сегодня необычные пельмени. Я поделюсь с тобой рецептом. Может быть, будешь делать на продажу. Да, и еще у меня есть одно ноу-хау. Посмотри, какой бульон. Собственно говоря, да, это на самом деле бульон, но я сюда добавил набор специй. Посмотри, какая красота. Бульон – это половина дела. Я думаю, что я буду подавать эти пельмени не просто как отварные, а как некий суп с пельменями. Надо добавить нагрев, чтобы пельмени как можно быстрее закипели. И, конечно же, помешать в кастрюле, чтобы пельмени не сели на дно и не прилипли к дну. Наши постоянные зрители уже хорошо знакомы с прекрасной посудой Wilmax England. Отличный фарфор. Это супница. Раз уж у нас сегодня суп с пельменями, то используем супницу. Но дело в том, что вот этот бамбуковый поднос тоже изготавливает Wilmax. Wilmax весьма многогранная компания. Ну вот и все. Пельмени всплыли, бурно кипят, и я думаю, что они вполне готовы. Значит, даже если вы хотите сварить пельмени вот на быструю руку, безо всяких бульонов, безо всяких украшений, ну не поленитесь, я вас очень прошу. Во-первых, воду следует посолить. Во-вторых, опустите туда несколько горошин черного перца. В-третьих, бросьте туда лук и немного лаврового листа. Но так, чтобы вот эта вода, в которой пельмени будут вариться, чтобы она тоже вкусная была. Это очень важно, поверьте мне. Вот сейчас закипит хорошо и начнем отваривать пельмени. Что еще важно? Чтобы воды по сравнению с пельменями было достаточно много. Чтобы она очень бурно кипела. Чтобы пельмени, опущенные в воду, снова очень быстро закипели. Но надо подумать и о подаче. Какая бы хорошая посуда ни была, сначала ее необходимо прогреть. Ну, такой старый способ, среднеазиатский. Берем тот самый бульон, в котором сейчас будем варить, наливаем его в миску. Так повторяем несколько раз, и миска становится горячей. Конечно, в такой горячей миске и пельмени намного дольше останутся горячими. А еще я бы смазал миску, прежде чем накладывать в нее пельмени, сливочным маслом. Для чего? Да для того, чтобы они не прилипли к миске. Вот теперь все готово, можно варить. Посмотрите, как вода хорошо кипит. Супер! Я не буду закладывать сразу все пельмени, я буду варить их частями. Как только опустили первую партию, помешать. Всплыли пельмени, поварились минуту-другую и готово. Снимай. Пусть вода еще раз закипит, а я пока пельмени смажу маслом, чтобы не слиплись один с другим. Я знаю, как популярны пельмени на Урале. Я знаю, какими особыми могут быть сибирские пельмени. Я знаю, как любят пельмени в Москве. И везде, практически в каждом регионе России, пельмени подают как-то по-особому. Например, я привык, чтобы к пельменям непременно подавали сметану. Но я знаю, что некоторые люди едят пельмени, обмакивая их в уксус. Да,
У нас когда-то были соседи с северного Урала, и они подавали и ели именно так. Возьмите, как подают пельмени в Азербайджане, дюшбара. Ведь кто-то добавляет непременно слегка сухой мяты, кто-то еще и сумак добавляет, кто-то может поставить на стол сырька, виноградный уксус. Я хочу сказать, что однозначно вкусы пересекаются, потому что история этого блюда тоже пересекается. Кто его придумал, когда его придумал, мне, например, совершенно не важно. Для меня гораздо важнее, чтобы все хорошие люди ели хорошие, вкусные пельмени. Как они будут при этом называться, кто эти люди по национальности, какая мне разница? Каждый ребенок, который принес со школы хорошие отметки, заслуживает тарелку пельменей. Каждый мужчина, который отработал рабочий день, приходит домой, жена встречает его в чистом передничке, да, подает на стол что? Вкусные, хорошие пельмени. Каждая женщина, каждая хозяйка заслуживает того, чтобы у нее в холодильнике, в кладовке всегда были мясо, мука, лук, одним словом, все те самые простые продукты, которые необходимы для приготовления такого простого, такого старого, но такого любимого блюда. Я люблю пельмени слегка подперчить, а моя супруга любит пельмени с зеленью. Вот эта сторона для меня, а вот эта сторона пусть будет для нее. Пельмени, которые как суп пельмени, ничем не перчить, не приправлять не надо. Здесь все само по себе есть. И очень даже отлично, очень красиво выглядит это блюдо. Мне нравится. Итак, вот готовы мои два вида пельменей. И теперь я хочу позвать Руслана, представителя артели братьев Пушкаревых, для того, чтобы мы все это... Ну, заходи, кого стесняешься, кого ждешь? Да, все. Скромный такой, скромный. Работает хорошо, а сам скромный. Ребята, съемочная группа, идемте попробуем. Я думаю, что это очень важно. Оценить, сравнить. Пожелаем нашим зрителям успехов. Не забывайте подписываться, если не подписались до сих пор. Лайки ставить, да? И не забудьте зайти на сайт артели братьев Пушкаревых и выбрать себе на пробу. Выберите, убедитесь, что есть у нас хорошие, порядочные производители еды для народа. Так, а маслица здесь уже есть, да? Здесь у меня везде масло, у меня нет специй больше, потому что так чистый вкус даю пробую. Это свинина говядина со шпиком, это с сыром варенье. Саша, слушай, Последними есть, но они супер вкусные. Да. Не обидишься со своих. Я тоже с ваших. Да? Честно, я даже не сомневаюсь, что сейчас свои ел. Такие вкусные. Отлично. Ну, с сыром они просто штука. Великолепно. Я вот с перцем возьму. Баранина хорошая. Курдючный, да? Ну, мы добавили курдюк, Курдюк добавили. курдючное сало добавили. Очень хорошо. И говядину половину. Очень хорошо. Великолепно. У меня есть более мясные, там шпика нет. Здесь у меня со шпиком. Это мясо, понимаете, тоже вот, как в магазине, такие пельмени никто не делает. У Сталика больше специй, у меня специй мало, чтобы дети могли есть. А мне мясо здесь понравилось. У меня здесь нет специй, здесь чуть-чуть черный перец. Это обязательно сыром. С сыром это Значит, просто такой безусловно. Сталик не пройдет даром. Нет. Ну, прошлый Сталик держался ведь был. С сыром очень хороший, да? Вот? С сыром. Это сулугуни адыгейский. Их только сложно готовить. Их томить, я вот просто у Сталика тонкое более тесто, и они быстрее готовятся у него. Руслан, я тебе честно скажу, мне не с чем сравнивать, потому что я еще ни разу в жизни магазинных пельменей не ел. Ну, слава богу. Только твои. А я много ел магазинных, поэтому не еще сравнивать, к сожалению. Я ел только его, почему? Потому что я поехал, посмотрел, как это было сделано. И вот то, что мне с собой дали, я потом, ел. Ну как, сыром-то? Бомба? Я сейчас принесу с курицей еще, можно вам? Я делаю сейчас 400 килограмм в день, понимаете, таких пельменей? Нет, производство. Это же вот видите, что мы тут устали как быстро, так чуть-чуть. Ну-ка. С курицей пополам раскусить и посмотреть мясо, это очень важно. Пополам. Пополам, как курица как пахнет. Классно, вкусно.
Здоровый откорм без гормонов роста – одна из лучших куриц в России. Ребята, сегодняшнюю зарплату получают с пельменями. Мороженными. Братья Пушкарев. Вот эти с сыром. Халал-то. Халал. Да. Их можно с этим. Брусничного соуса добавить, мед акации. А что, сметана плохо? Тоже хорошо. Ну вот такое у меня день рождения. Я хорошо помню другой мой день рождения, когда мама готовила пельмени. Мне в том году 5 лет исполнилось. Собрали соседских пацанов. Вовка Воронин, сосед, смешно кушал пельмени. Он брал пельмень в руку, насаживал его на вилку и потом ел. Приятного аппетита, ребята. Живите хорошо, богато, долго. Будьте здоровы. Приятного аппетита.